Привет! Все чаще мы слышим о компании Tecno, которая выпускает недорогие, но качественные девайсы. Соотношение цены и качества не может не радовать, и по отдельным характеристикам гаджеты способны потягаться даже с некоторыми флагманами. Я показывал вам несколько смартфонов этой компании, и все они были супер за свои деньги. В прошлом году бренд запустил линейку Camon 19. Название — результат сокращения воодушевляющей аббревиатуры Camera is always on, которая подчеркивает фокус этих смартфонов на высоком качестве съемки. Сегодня я расскажу вам о младшей модели линейки Tecno Camon 19 Neo, у которой качественная камера на 48 мегапикселей, возможность видеосъемки в Ultra HD 2K, фронталка на 32 мегапикселя, большой экран и, что самое главное, доступная цена. Давайте рассмотрим новинку подробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали! Не устаю восхищаться компаниями, которые продают нам не просто тонкую коробку от шоколадки, а добротную презентабельную упаковку, внутри которой нас встречает полный необходимый набор. Сам смартфон, силиконовый чехол, блок питания на 18 Вт, кабель USB Type-C, защитное стекло и документация. Задняя крышка имеет геометрический рисунок, который играет на солнце. Матовый материал корпуса стильно дополняет яркие названия, которые дал производитель. Смартфон доступен в трех цветах: эко-черный, ледяное зеркало и цифровой зеленый. Высота 169 мм, толщина корпуса 8,5 мм при небольшом весе в 195 грамм. В руке лежит уверенно. В верхней части корпуса расположен блок камер со вспышкой. По бокам регулятор громкости, кнопка включения-выключения со встроенным сканером отпечатков пальцев, а также слот для двух сим-карт и карты памяти microSD до 256 ГБ. У пользователя есть возможность одновременно установить и симки, и флешку. На нижней грани корпуса находится микрофон. У смартфона монофонический динамик, разъем USB Type-C и аудиовыход 3,5 мм. Первое, что бросается в глаза, когда берешь Tecno Camon 19 Neo, это его большой дисплей в 6,8 дюймов IPS, разрешение 1080 на 2460 пикселей, хорошая цветопередача и насыщенность, яркая и живая картинка. Комфортная частота в 60 Гц, яркость 480 нит. На таком экране будет удобно смотреть фильмы и читать книги. Над дисплеем размещена фронтальная камера в виде точки по центру, а также разговорный динамик и вспышка, которую в выключенном режиме незаметна. Добрались до самого интересного, до камер. В Tecno Camon 19 Neo установлена отличная камера, возможности которой удивляют. Смартфон обладает довольно умным искусственным интеллектом, который дополнительно улучшает ваши фотографии. Качество фотографий повышается и за счет фазового автофокуса и 6-элементной оптики. Сейчас вы видите, как записывает камера этого смартфона. По-моему, видео получается неплохим. Присутствует ночная съемка Super Night. Даже при слабом освещении получаются неплохие фото. Однако, поскольку за эту функцию отвечает искусственный интеллект, нужно понимать, что главное условие удачного фото на данном режиме — распознавание предметов. Поэтому для съемки в полной темноте, скорее всего, режим не подойдет. Фронтальная камера аж на 32 мегапикселя с автофокусировкой. Присутствует возможность сделать широкоугольные селфи и режим Super Night, который придет на помощь в вечернее время. Далеко не каждая доступная модель может похвастаться всеми этими фишками в камерах. В 2023 году говорить о производительности современного смартфона — дурной тон, ведь почти все они достаточно производительные, шустрые для повседневной работы, а тем более, когда в смартфоне установлены 6 гигабайт оперативной памяти, кстати, при желании можно их расширить до 11 за счет внутреннего накопителя, и 8-ядерный процессор Helio G85. Все это, естественно, обеспечивает плавную работу интерфейса. Такого железа вполне достаточно для запуска большинства игр и тяжелых приложений. Камера открывается моментально, датчик отпечатка работает мгновенно, все замечательно. Тут установлен Android 12 с фирменной оболочкой iOS 8.6. Оболочка интересная, много настроек с возможностью подстроить все под себя, различные приложения, удобная смарт-панель, игровой режим
и так далее. Присутствует LTE, Bluetooth 5.0, NFC. Смартфон оснащен аккумулятором с довольно большим объемом в 5000 мАч с поддержкой зарядки в 18 Вт. За 2 часа он заряжается с 0 до 100%. Автономность здесь достойная. При обычной эксплуатации устройства хватает на 13,5 часов просмотра фильмов, 12 часов веб-серфинга и до 6 часов игр. Подытожив впечатление от смартфона, хочется сказать, что Tecno Camon 19 Neo действительно топ за свои деньги. И если вы ищете смартфон в бюджете в районе 10 тысяч рублей и вам нравятся большие 6,8 дюймовые экраны, то это отличный выбор. Достаточно железа, хорошая камера, качество сборки и дизайн – все это выгодно отличает его от смартфонов, которые сейчас продают за такую же цену. Тем более бренд уже всем знаком. Напишите в комментариях свои впечатления от этого смартфона. Поддержите ролик лайком, подписывайтесь на канал, впереди много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.